Всем добра! Сегодня рассмотрим такую проблему. Ошибка F08 на стиральной машине Hotpoint Ariston на 6 килограмм. Первое, с чего нужно начать при этой ошибке, эта ошибка F08 означает, что неполадки в цепи нагрева. То есть это либо TEN, либо датчик температурный. TEN, собственно, вот он. Либо датчик температурный. Ну и дальше там провода. В самую последнюю очередь лезем в модуль. Сначала проверяем TEN. Итак, чтобы проверить TEN, ставим мультиметр на прозвонку. То есть, чтобы у нас контакты пищали, и прозваниваем относительно, то есть вот эти два крайних контакта, да, силовые, в районе 50 Ом, на самом деле меньше, там от 30-40 Ом должно быть, это норма. Вот сейчас мы поставим на предел 200 Ом, да, этот мультиметр он немного искажает, вот мы ставим 200 Ом предел, 30 с небольшим, нормально. То есть нить нагрева, которая внутри TEN, она исправна. TEN греет, но это не значит, что он исправен. Далее у него также есть очень важный параметр, это пробой на корпус. Мы ставим мультиметр в максимальный предел по сопротивлению. Здесь это 20 мегаом, и это минимум, то есть меньше 20 мегаом уже мультиметр не пойдет. Грубо говоря, на 200 килоом мы уже TEN не проверим. И вот смотрим. То есть контакт, 11 силовых контактов относительно земляного, относительно корпуса TEN. Вот у нас 3 мегаома. И то же самое, другой контакт тоже относительно земли, тоже 3 мегаома. Вот как раз эта утечка идет на корпус. Здесь должна быть бесконечность. Здесь должно быть по нулям все. То есть бесконечное сопротивление. Вот как раз машинка, то есть модуль управления, он улавливает вот этот пробой, и машинка уходит ошибку в F8. При этом, подчеркну, она может греть, не обольщайтесь, белье может быть теплым. Но в конце стирки она у вас вываливается в ошибку, либо вот как уже сейчас она уходила в ошибку сразу при запуске программы, но вначале она может уходить в конце стирки, там не отжимать, допустим, и уходить F8. TEN я поменял, все, машинка пошла. Вот такой вот красавец там был. Как-то так. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И, конечно, выводы делать только вам.